Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Сегодня расклад давайте сделаем, вы должны это услышать, это уже происходит. Вот такое вот название будет. Ну вот достаю 3 карты, и как бы здесь реально должны это услышать. Здесь двоечка пентаклей идет посерединке, и это как решение. Вы на грани исправлений, высший суд с вами, и мир идет в вашу жизнь. Это карта мира и передвижений, новых открытий, новых возможностей. И высший суд, ангелы с вами, вы как под защитой. Просто, знаете, как будто над вами крылья распустил ангел и включает свою музыку для вас. Свою музыку для вас. Образно говорю, конечно. Ну, я думаю, вы понимаете, да? А двойка пентаклей — это ваш путь, конечно же, основывается на вашем выборе, но выбор вы сделаете правильный. Так, можете проговорить свое имя. Да я решила вот как бы попробовать, да, название говорю и сразу, какой поток, какой посыл идет к сегодняшнему моменту, к сегодняшнему раскладу. Да, что-то интересненькое, давайте смотреть. Так, карты, рассказывайте, что вы там видите, что надо передать. Вы человек, который любит... Кстати, вы любите путешествовать. Вы действительно любите путешествовать. Колесница выходит, тройка жезлов, новой дороги, солнышко, чтобы с людьми встречаться, чтобы больше радости было, впечатлений каких-то. Если у вас не получается переезжать, ездить, куда-то ходить на какие-то дальние расстояния, где-то погулять, да, если не получается, потому что вот работа, дом и все такое, то вы любите, получается, путешествовать, ну, виртуально. Природу рассматриваете, может быть, по каким-то каналам, да, там, ну, по телевизору, интернет, что-то типа этого. Любите смотреть, как строят дом, как делают ремонт. Любите смотреть, кстати, кто-то из вас, может, не все, конечно же, тут расклад общий, как ухаживать за курами, допустим, ну, что-то типа этого. Вот такое я просто увидела, но я же говорю, расклад общий, может, не для всех прям вот именно это, но что-то ваше 100% здесь есть, вот все, кто смотрите. Вы не просто так приходите ко мне на канал, на расклады. Так, кстати, не забывайте, да, что я только на ютубе, больше нигде меня нет, везде ворованная. Это на всякий случай. Ну, чтобы вы свой поток брали. Все-таки хочется добра вам, чтобы хорошее шло, а не ворованное. И чужое, как говорится. 13-й аркан. Угу. Наступает момент, что ваша жизнь вот приходит в какой-то баланс наконец-то. Внутренняя свобода просыпается в вас, внутренняя свобода. Колесница, 13-й аркан, открытые дороги по тройке жезлов, прилив энергии по солнцу. Вы можете даже прямо сейчас сказать, или уже говорили даже, вот наступает момент, когда вы искренне, открыто понимаете, я могу наконец-то что-то сделать, я могу сделать так, как я хочу, а не как требуют. Я могу. Не то, что я там хочу, я мечтаю, а я могу. Вот такое впечатление, что вы действительно открываете себе портал. Портал, где вы можете наконец-то. Где вы наконец-то можете что-то поменять, исправить, получить, да, в свою жизнь вот то, что хотели. Помощь какая-то к вам идет. Больше она имущественных вопросов касается. Но на сегодняшнем раскладе я вот так вижу. А что это значит? Да, 9 жезлов, когда вы смотрите что-то и, ну, как императрица, вы хотите что-то уладить, что-то сделать по 9 пентаклей. Это деньги, это имущество, это какие-то вещи.
Может быть, действительно дело какое-то свое будете расширять, либо новенькое что-то откроете. Но здесь будет вам помощь. Помощь от высших сил, от Вселенной и от каких-то людей. Люди, кто? Женщина, королева чаш выходит. Люди, которые с вами будут работать, и действительно будет разговор, очень важный разговор, хороший. Вы как выйдете из отшельника? Вы выйдете вот в состоянии «я императрица своей жизни, и я уже получаю то, что я хотела, ну, не знаю, когда-то, долгое ли время, да?» Вот оно так идет. Женщина будет помогать еще. Фортуна на вашей стороне. Фортуна на вашей стороне. И мужчина. Но мужскую энергию очень четко вижу. Вот крутится около вас какой-то интересный мужчина. Вы его знаете. Вы его знаете. Еще один мужчина. Сейчас скажу. Башня, туз жезлов, луна и шестерка мечей. Смотрите, перед вами будет выбор, который вы легко сделаете. Вы уже точно знаете и сейчас. Вот по картам и сейчас знаете, что вы хотите в этой жизни. Реально. А вы не в том периоде жизни, когда просто вот сегодняшний день прожить и посмотрим, что будет завтра. Нет, вы уже живете сегодняшний день той радостью, теми силами, которые в вас заложила природа, теми эмоциями, да, с которыми вы родились. Вы очистились, вы были одна, потом со временем вы немножко изменились, и сейчас вы восстанавливаете свое, что вам дала Вселенная. Вы как будто бы в какой-то период времени вы набрались чего-то ненужного. Вот что здесь карты говорят. Здесь лучше всего реально отпустить какой-то контроль, довериться потоку, потому что наступает время исцеления старых ран, освобождения от каких-то страхов и получения заслуженного вознаграждения вот с какой-то дороги по шестерке мечей за прошлые усилия. Вы возвращаетесь в свой настоящий жизненный сюжет. Ну, не знаю, как еще сказать. Серьезно. Да, были проблемы, были страхи, была боль, из-за которой, может быть, ну, кто-то из вас скажет: я черствей стала, да, я стала более эмоциональной, я стала более крикливой, чем раньше. Или наоборот, более спокойной, тихой, но хочется чего-то бурного, да, потому что вот вы человек вот такой, какая вы есть. Ну, немножко перемены, да, вы получили из-за тех ситуаций, тех людей, которые влезали в вашу жизнь. С одной стороны, не должны были, а с другой стороны, не зря. Вы многому научились, вы многое поняли. Вы теперь, как, скажу так, целитель. И для себя, и для своих самых родных. Вы целитель, но вы не должны себя раздавать. Два мужчины выходят. Один из них по луне, он скучает, и ночами вы ему, не знаю, снитесь, не снитесь, но думает, очень много думает о вас. Мужчина, он вдалеке, по разбитой башне. У вас были отношения, но вы разошлись. Есть еще один мужчина, который тоже думает о вас. Немножко по-другому, потому что он вас еще не знает. Ну, какая вы на самом деле. Он вас видит. Вы, может быть, даже его примерно знаете. Но он не знает вашу душу пока еще. Хотя очень сильно вы его притягиваете к себе. Вот такая, какая вы есть. И я честно скажу здесь, без разницы, что вы думаете, без разницы, какого вы возраста, без разницы, хотите вы всю жизнь одна быть, либо наоборот, с другим совсем человеком. Вот этот человек, это вам идет по судьбе.
И да, я должна сказать, если вы отмахиваетесь на все 100%, я буду всегда одна, вы закроете ему дверь, хотя он есть. Вот. Но в основном вы ко мне приходите, чтобы вот хорошенькое узнать. А я очень хочу говорить правду от карт. Серьезно, если что-то не так, я всегда говорю, нет, вот здесь вот так, здесь вот плоховато. Я это говорю, я не могу утаивать. Потому что где-то иногда действительно нужно взять в контроль себя, да, вот под какой-то контроль поставить, чтобы не оступиться, чтобы там что-то реально через силу даже поменять. Но если карты говорят, что по колеснице и солнцу, и еще и тройке жезлов в вашу жизнь приходит новое открытие каких-то новых людей, какого-то движения нового, да, то это прекрасно. И, кстати, он испытывает страсть к вам, этот человек, как к личности. Со временем, когда вы будете общаться побольше, он вас узнает, и он вас никуда не отпустит. Король жезлов с тузом жезлов. Вот такой вот идет в вашу жизнь, чтобы новый дом построить. По башне карта. Карта башни. Ну а шестерка, да, вот. Какие-то моменты пришлось вам пережить. Давайте-ка соберу дальше, посмотрим, что карты скажут. Знаете, вы действительно должны знать вот то, что уже происходит. А происходит то, что вот эти моменты, их нельзя упустить. То, что карты говорят, помощь будет в имущественных вопросах, тоже неплохо, чтобы душа не болела, где деньги брать, допустим, или как исправить что-то, да? А карты это говорят сегодня. Знаете, что скажите сейчас? Я беру свою свободу и живу полной жизнью. Это ваши волшебные слова этого расклада. Я беру свою свободу и живу полной жизнью. 3 раза повторите. Это сила это слова этого расклада сегодняшнего. Так, дальше что вы скажете? Королева жезлов. Вы стоите на пороге чего-то большого. По 5 мечей, что наконец-то начинает проявляться. Потому что какой-то период времени вы жили в каких-то иллюзиях. И, возможно, да, как уже было как-то в раскладе, самообмана. Но есть еще и люди, которые вас обманывали, вводили в какое-то заблуждение по каким-то вопросам. Угу. Кто-то вам говорил то, что сам хочет знать, чувствовать. И вы, может быть, повелись на это. Но приходит момент, когда это все между вами будет разрезано. И это сделает какой-то интересный человек. Он как будто бы поставит все на свое место. В течение 5 дней ждите какую-то новость, либо какого-то человека, который реально скажет вам то, что заставит вас переосмыслить, пересмотреть какое-то свое, не знаю, решение, либо какие-то мысли, либо какое-то понимание ситуации, о людях, о себе. Не знаю, но что-то действительно как сдвинется с мертвой точки. Вот этим человеком. Человек придет. Мужчина, женщина, я не вижу. Сильная личность. Силу принесет вам и исправление. Что-то подскажет, что-то расскажет, что-то даст какой-то намек. Но этот человек, он действительно исправит вашу дорогу жизненную. Как будто вот вытолкнет вас из этого тупика. В течение 5 дней. Или новость какая-то, которая вас встрепенет, и вы вытолкнетесь из какого-то тупика. Справедливость. Решать будете какие-то вопросы скоро, но это документы. И вообще реально имущественные вопросы. У кого-то по поводу, какие-то квартирные, имущественные, да? Что-то связано с квартирой, с домом. Но здесь помощь, здесь подсказочка будет. А высшие силы, как вы?
Поможете? Да, наготове уже. По 7 пентаклей ответ да. Уже наготове. Кто-то уже расписал даже на небесах вашу судьбу дальнейшую. В общем, если у вас есть проблемы денежные, финансовые, да, оплата долгов каких-то, либо покупка чего-то нужного, большого, да, вот опять же, участок, дом, там дача, не знаю, квартира, ремонт, оплата коммунальных даже услуг, да, вот как уже готова прорвать. Это финансовая карта, и эта карта вот стоит уже в получении каких-то результатов по справедливости. Либо юридические вопросы решите, либо действительно приход этого человека даст вам возможность все исправить, если у вас что-то не так идет. Это плюс. Знайте об этом и будьте спокойны. Кстати, когда знаешь эти ответы иногда, да, ты успокаиваешься и не делаешь ошибок. Потому что ошибки иногда человек делает из-за нервов, нервозного состояния, волнений, беготни, да, надо. И вот из-за этого, да, можно делать ошибки. А когда карты подсказывают, ты уже успокаиваешься. Потому что реально справедливость, 7 пентаклей, ожидание, вот внедрение, да, вы как королева жезлов, у которой жезл в руках и вы на коне. Ну и 5 мечей — это разрубание какой-то иллюзии, либо каких-то обманов. Вот. Дальше карты рассказывайте. 5 чаш. На пороге чего-то большого вы стоите, что начинает уже проявляться в вашей жизни, да? А вы получите, что вы хотите, именно вот сейчас, именно даже сейчас на раскладе. По 5, да. Что у вас есть такое, что нужно наконец-то исправить? По 5 точно. Что вас давит, что вас грузит? Хочется мира, хочется покоя и уравновешенности. Ох, карты говорят сильно. 8 мечей, ограничения какие-то испытываете. Смотрите, да вы сами знаете, я даже не знаю, нужно ли перечислять то, что нужно выкинуть. Не знаю для чего, и опять же, честно скажу, не для всех. И да, могу сказать, выберите только свое. Я вижу отказаться от сладкого, я не знаю зачем и почему. Я просто это вижу, я говорю. Отказаться от сладкого, вот по вот этой карте, отказаться от почему-то уксус идет, не знаю, уксусного маринада, что ли, или что-то типа этого. Я не знаю. Опять же, 5 чаш на 5 дней хотя бы. Для того, чтобы восстановить какой-то физиологический баланс. Выйти на час хотя бы в течение 5 дней, каждый день вот по часу где-то походить на свежем воздухе. Обычные бытовые, да, вопросы, ответы. Но, видимо, карты именно это захотели сказать. Именно это вижу как подсказка в своем видении. Вы переживаете, вы страдаете, и вы хотите где-то найти успокоение. И, видимо, в том месте, где ваше успокоение берется сейчас, там надо навести порядок. Как сложно. Я как будто увидела действительно угол комнаты, и вы хотите спрятаться, но это образ мой, вот то, что я вижу. Вы этот угол комнаты, и чтобы вас никто не трогал. Хотите сжаться, действительно, как вот и коленки даже обнять, да, вот присесть и коленки обнять. Из-за какой-то вашей проблемы либо волнений. Но здесь почему-то я вижу, вот хочется сказать, встань и включи свет, или открой глаза, посмотри, сколько паутины.
Я не знаю почему. Поэтому да, вам нужно себя отряхнуть и выйти из этого угла. Вы тогда не потеряете здоровье, смысл жизни, и вы будущее себе продлите. Это опять же мое видение, я не знаю, как его еще расшифровать. Может быть, вы слишком много чем-то увлекаетесь, может быть, вы слишком сильно переживаете и перестали верить во что-то. Ну вот это как будто бы этот угол — это паутина. Опять же говорю, это же сравнение, как, знаете, как пазлы, да, пазлы, которые я вижу, которые нужно раскрыть. Вот такое я увидела сегодня на раскладе. Да, как видения придут, так хоть стой и падай. 8 мечей, вот он угол. И вот это все разобрать нужно. Я беру свою свободу и живу полной жизнью. Еще раз. Так, заберу. Что еще вы скажете? О, высший суд выходит. Солнышко, солнышко и высший суд. 7 жезлов. 7 жезлов. Я вижу мужчину. Ну, колесо фортуны по вашей судьбе. И такого, знаете, очень интересный человек, кстати, при деньгах. По башне. Сейчас еще одна карта. При деньгах это 100%. Троечка пентаклей вышла. Он вам поможет изменить свое мнение по поводу личной жизни. Вот. Вы с ним будете общаться, разговаривать. Он вас либо куда-то пригласит, не знаю, в свой дом, может быть, даже так. Ну, либо будете разговаривать о своем доме. Смотрите, это да, может быть человек, который вам подскажет, а может быть и реально мужчина, который у вас вот по судьбе, по колесу фортуны. Давайте так. Если это, допустим, психолог, либо какой-то очень влиятельный человек, либо просто родной человек, брат, там, дядя или даже сын взрослый захочет с вами поговорить, вот именно, да, знайте, что этот мужчина, этот парень, да, он восстановитель вашего внутреннего баланса в вашей жизни и в вашем доме. Будете разговаривать либо в доме, вот дома, где-то в комнате, либо куда-то сходите, он куда-то вас пригласит. Это кафе, ресторан, за город куда-то съездите, либо в парке погуляете. И этот разговор будет очень важен. По колесу фортуны, и у него хорошие дела, как бы вот при деньгах будет в этой жизни. И у вас нормализуется личный поток такого вот по тузу чаш, получение, да, получение в свою чашу жизни вот чистой воды. Такая вот карта. Но это высшие силы так решили. Это вам по судьбе, по книжечке судьбы. 7 жезлов, вы на вершине исправлений. Трансформация в жизни идет полным ходом, я вам скажу. И люди около вас. А ну, есть плохие люди? По звездочке, ну, лазят где-то. Вот они. Они будут получать такую, знаете, светоотдачу, зеркальное, что-то зеркальное. Они будут в пустоте и безденежье. Плохие люди, да, есть. Будут эти деньги, они какое-то время, эти люди, хотели забрать у вас ваш поток, вашу удачу, а теперь они будут ее назад отдавать и останутся в пустоте. Какая-то женщина
которая делала вам плохо, но она прощения просить не будет в ближайшее время точно, но она что-то потеряет. Борьба с обстоятельствами на данный момент бессмысленна. И вот такое еще вижу здесь для вас как подсказка. Да, двойка пентаклей, да. Здесь нужно расслабиться и принимать позитивные изменения, посланные самой судьбой. Новые дороги опять. Вы будете думать о какой-то дороге, очень важной для вас. Вы, кстати, как я и сказала, кажется, я сказала, давайте повторюсь, вы любите переезжать, да, либо вы любите поездки, вы любите путешествия. Вы очень любите это. Было в жизни разочарование, которое подтолкнуло вас к себе и к закрытию. Смотрите, здесь нужно открывать себя, и если вам нужно какие-то новые знания, это как раз тот момент, где вы их можете получить себе во благо. Курсы, книжки, еще что-то. Просто болтовня какая-то, ни о чем, но о важном, допустим, да, которая потом придет как важное. Но перемены личного характера у вас, они около вас. Они реально около вас. Вы сегодня вот в силе, да, вот в силе инь-янь, вот как будто вы жрица на сегодняшний день, жрица именно, которая еще толком не знает, как и что. Ну да, тут и обманы были в жизни, и вечные какие-то выходы вот из плохих ситуаций, когда вот сидишь и думаешь: так, все, я прихожу в себя, все, теперь все по-другому будет. И да, делаешь себе немножко подвешенные какие-то дни, да, ситуации, но в инь-янь вы выходите. Любовь, понимание и принятие того, что вы хотите, вот оно около вас. Оно около вас. Я по-другому карты не вижу. Именно вот эта подсказка идет вам сегодня. А ну, сейчас другую колоду еще возьму. Вот эту вот. Оракул тайны любви. Давайте посмотрим. Ой, кто это выпал? О, мужчина выпал. Но мужчина, который изменит вашу жизнь. Это получается, что именно мужчина придет в вашу жизнь, чтобы избавить вас от одиночества. Одиночество при людях, как говорится. Если вы мужчина, вот кто смотрит расклад, да, если мужчина смотрите расклад, то считайте, что вы в скором времени увидите то, что выведет вас из одиночества. Вот так. Собачка опять лает у соседей. Ну, может, знак какой-то дает, да? Хороший. Пусть будет хороший. Все-таки животное. Живое. Так. Что тут? Ну, дороги. Я же говорю, вы дороги любите. Вы любите что-то такое интересное, неожиданное, необычное, что-то новенькое посмотреть любите. Так, заслуженная награда какая-то к вам идет. Заслуженная награда. После периода трудностей наступает светлая полоса. Вот это как раз про вас сейчас, на сегодня. Угу. Перерасчет. Это карта расчета, но здесь идет как перерасчет. Идет перерасчет. Материальные и эмоциональные блага идут к вам. Материальные и эмоциональные блага, да, идут к вам. Успокойтесь. Страхи, которые вас мучили, не имеют реальной силы на сегодняшний день. Знаете, в этом месяце многие проблемы разрешатся. И причем по вот этой карте креста, да, сами собой, принося облегчение.
Недаром она вышла здесь. Принося облегчение. Радость. Ну вот это вот опять же, да. Почему-то, вот не знаю, вот эта карта выпала, и опять про сладкое увидела. Прям как подсказывает кто-то. Ну, может быть, поменьше сладкого кушать, я не знаю. Ну, смотрите сами, естественно, смотрите сами. Может быть, вы сладкоежка, который все равно вот кушайте, и все, слава Богу. И слава Богу, пусть все будет хорошо, да? Но не знаю, почему мне так пришло. Ожидайте приятные сюрпризы. Вот. Кстати, новые отношения, реально новые отношения. Ой, как вам завидовать будут. Прям со стороны смотреть и завидовать. И кто-то злиться будет. Кто-то очень будет злиться, прям аж его будет выворачивать. Женщина. Кстати, и мужчина издалека. Кепку любит носить тот мужчина. Да, он не очень любит шапки, он любит кепку носить. Вот этот человек, он будет очень сильно злиться, что у вас в личной жизни пошли перемены. Не знаю, вот так. Увидела. Так что ожидайте приятные сюрпризы уже в этом месяце. Новые отношения, да. Финансовый успех потихонечку приходит. И вы будете улыбаться. Разница в том, вот эта карта разницы, разница в том, что то, что вы ждете, оно, знаете как, оно наконец-то начинает идти, но другим путем. Еще скажу, еще раз скажу, да, что иллюзия, она рассеивается. И вы начинаете понимать намного больше, чем раньше. Вот в этом разница и состоит, что вы начинаете больше понимать, принимать и улыбаться. Реально вот так это идет. Реально. Служанкой вы уже ни у кого не будете в этой жизни. Здоровье поправите, кстати. Маски снимите из себя, из кого-то еще. Вы женщина. Вы женщина, которая будет обязательно счастлива. И с каким-то важным человеком в вашей жизни, да? И по здоровью, по финансам. А если вы мужчина, еще раз скажу, да, то женщина идет в вашу жизнь, чтобы сделать вас счастливым. Потому что крест судьбоносный никто не отменял. Но карты говорят, тебе-то становится легче. Твоя судьба, она хорошая. Вот так. Так, еще сейчас повыкладываем немножко. Я вижу вашу панику иногда. Почему? Это перенагрузки какие-то, да? Выбор, вечный выбор. Вы перегружаетесь чем-то. Паника бывает. Или подходите к какой-то панике. Вам нужно сфокусироваться на себе, а не тянуться куда-то. То, что ваше, оно к вам само придет. Не надо ничего тащить насильно. Потому что вы сами можете увязнуть в болоте, которое не должно быть в вашей жизни. Которого не должно быть в вашей жизни. Сфокусируйтесь на любви к себе и на благодарности к себе за то, что уже имеете. Ну, как-то так карта говорит. Смотрите сами, конечно, надо ли вам это, да, и как вы думаете. Но карта именно так говорит. Именно смотрите. Вдруг какой-то идет интересный. Сфокусируйтесь на любви к себе и на благодарности, за то, что уже имеете, так как вот этот настрой именно притянет очень много позитива. Вот, уже в дверь стучится. Притянет очень много позитива. Так, что еще? Карты расскажете. Тени прошлого — это источник ошибок. Тени прошлого. Карта такая вот. Тени прошлого. Это источник ошибок. Это как будто бы застывший сценарий. Нет, это даже больше застывший выбор, а сценарий чужих людей. Это как будто бы просто чужие люди вам что-то наговорили, дорогу перешли, как
как что-то нехорошее. Правосудие. Ага. Смотрите, если вы считаете, что это вы где-то ошиблись, вот есть такое, да, если вы где-то ошиблись, а карты говорят, успокойся, это не потому, что там ты глупый человек, или там у тебя была попытка, не знаю, там забрать то, что именно твое, и все остальные плохие. Да, здесь тоже может быть ошибка. Смотрите, если вам не нравится, можете немножко переключить, но я должна сказать то, что карты мне говорят. Есть такое, что вы осуждаете все и себя тоже. Вот здесь нужно заканчивать по правосудию. Здесь чаша весов наконец-то начинает становиться на свое место. Не перетягивайте. Ваши ошибки не из-за вашей глупости и вашего непонимания, из-за вашего еще чего-то там не такого, да, я не такая, мол, а из-за попыток соответствовать ожиданиям окружающих, либо соответствовать их мнению о вас, а не собственному. Вот в чем дело здесь. Это я говорю, может быть, это не для всех, но для кого-то важно. Потому что когда вы это отбросите, вот он пришел момент правосудия, чаша весов, да, что вы это отбрасываете, и все. Вы встречаете свое счастье сразу же. Вы как будто долго выбирали не то, что хотели сами, а то, что считалось правильным или безопасным. Или там кто-то так сказал, все, значит, это правильно, а вы думали по-другому. Многие ошибки произошли из-за того, что вовремя не сказали «нет», боясь обидеть других. Вот такое еще здесь есть. И в итоге как будто бы вы предали собственные интересы. Вот эти две всего лишь карты говорят, все. Давайте еще раз повторю ту фразу. Оно реально так. Я беру свою свободу и живу полной жизнью. И вы получаете свое счастье. Просто уже сейчас. Вот так. Да, у кого-то сразу спонтанно, у кого-то по шажочку маленькому, но вы получаете свое счастье. И вы будете радоваться тому, что есть. Потому что оно будет радоваться, потому что вы выходите из этого болота. Карта болота. Так. Откуда взялись переживания, да? Вот как будто бы действительно какое-то вмешательство. Вмешательство, как синдром вечного спасателя. Вмешательство других людей. Это не ваше личное. Вы, видимо, в этом росли, вы это видели, вам кто-то это говорил, и вот такое вас и волокло, как говорится, да? Синдром вечного спасателя. Вы пережили период, когда на плечах лежала ответственность за все вокруг. И вот эти переживания, они тянутся из ситуации к ситуации. Вы выкладываетесь на все 100%. Сейчас идет перерасчет и подожди, пожалей себя. Карта скупости. Пожалей себя, не отдавай больше. Все, исправления 100% идут в вашу жизнь. 100%. Потому что вы сами это чувствуете. Вы сами это чувствуете. Ну, давайте еще немножко посмотрим тут. Так. Опять вот эта клетка. Снежная королева. Разница того и сейчас. Да, есть разница, есть красота, радость, понимание, забота, материальный мир, материальный достаток и любовь. И любовь. Забота, любовь, материальный мир. Разница от серых буднев. Вот серые будни меняются на прекрасные дни. Да, будет ревность, только не ваша, а кого-то к вам, потому что вы будете счастливы наконец-то. Красота, здоровье к вам возвращается. Из Снежной королевы вы выходите и закрываете дорогу к людям, которые вас вот по вот этой карте обворовывали. Вот так. Эмоциональное выгорание сменяется
очень яркими моментами. Еще раз скажу, выздоровлением. Предательство, да, было. Вы уже слышали, я уже говорила здесь. Вы в какой-то момент увидели как будто бы правду без прикрас. Это было больно, но вы через это прошли. Вы долго шли через туман, не видя дороги. Вы привыкли ждать какого-то подвоха. Расклад вот об этом, реально. Но этот холодный цикл по Снежной Королеве, этот холодный и серые будни вот эти, да, когда просто ты делаешь то, что считаешь нужным, но так несчастен. Вот. Может быть, да, в одиночестве, может быть, еще в чем-то. Но вы выходите, вот этот цикл холодный, он завершен. Все ваши ошибки или даже ошибки других людей, они стали фундаментом вашей мудрости, а не каким-то там клеймом. Вы выходите на свое счастье. Вы выходите наконец-то на свое счастье. Трансформация идет полным ходом. Вот так. Наверное, все на сегодня. Сейчас я напоследок еще карты достану. Вы знаете, что я тут вижу? О, правосудие ваше жесточно идет. Подарок, кольцо. Такое вот. Подарок от самой судьбы, да? Такое что-то интересное. Вот. Освобождение от каких-то грузов. Но в своей судьбе как находите счастье. Служанкой уже ни у кого не будете, выздоровление. Те же карты. Родня или там еще какие-то, кто завидует и злится по поводу того, что у вас все хорошо. Те же карты выходят. Вы ребенок, вы очень честный, верный человек, и с вами такой же вот человек рядышком. Да, а выбор вы сделаете, и в каких-то вопросах в счастье превратите свой выбор. Вот так. Карта выбора и мужчина следом. Я, знаете, я вижу здесь, вы как будто бы любите. А ну дайте-ка я вот одну карту всего достану из этого оракула, да? Деревья, дерево, древо рода, древо силы, корни, верх. Я видела это, но вы любите маленькие деревья, вы любите, хотя любые, цветущие. Я вижу, что вы любите цветущие деревья. Цветы на деревьях, красивые листья, может быть, плоды интересные. Вы любите смотреть на это. И дерево вышло. Вы действительно, как будто вот в сегодняшнем раскладе, вы вот та жрица, которая иногда будет и уходить в сторону, но всегда будет вот верить в свое счастье и получать его. Вот на сегодняшний расклад так. Когда деревья начнут цвести, посмотрите на них и загадайте желание. В этот период у вас многое начнет меняться. Оно уже меняется. Реально, это очень хорошо видно. Но когда зацветут деревья, вы увидите, может быть, не зацветут, может быть, вы увидите, что они цветут, может быть, они будут цвести только осенью какие-то, да, если вы смотрите осенью, допустим. Ну, бывает так, что какой-то цветок на дереве там. Но в основном, да, весна. Вы получите свое какое-то, вот, не знаю, успокоение и исправление. Недаром дерево вышло, недаром. Цветущие деревья — это ваш знак. Когда наконец-то плохое все убираем навсегда, а хорошее рождается и приносит счастье. Рождается и приносит счастье. Все, на сегодня все. Оставайтесь со мной, посмотрим дальше, что карты скажут. Да, ну интересно иногда действительно понять на сегодняшний день или какие-то мелкие бытовые даже разобрать вопросы. Вот. И
настроиться, да, на какой-то сильный момент или стать более позитивным, чтобы приносить себе радость, а не вечное отчаяние, да. Так что оставайтесь со мной. Я с вами тоже живу, вот, и всегда читаю слова, молитвы, чтобы эта энергия защиты и очищения была в этом раскладе. Когда вы со мной, я с вами. На Ютубе, только на Ютубе. Ананки Тарот, Тарот, Анна Тарот, да, 2 канала, все, только здесь. И желаю вам счастья, желаю вам здоровья. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, жмите колокольчик, чтобы сразу же это видео, которое новое выходит, у вас было уже, да, рядышком там на канале, на вашем. И до новых встреч. Так что на связи. Все.